без ключа, пневма опущена, она на пузе лежит, бампер оторван. Все, короче, очень-очень грустно. Они относятся к машинам как просто к хламу какому-то. Коля считает мантры, обычно они работают на самом деле. Привет! И сегодняшний день у нас начинается с оплаты тикетов. Нам выписали 4 тикета за паркинге, $40 каждый. И я только что зашел и оплатил эти тикеты. $160. Сегодня у нас 14-й день, в принципе, как нам эти тикеты выписали. И с завтрашнего дня, если бы я не оплатил, каждый из этих тикетов оплатили бы по $250. То есть сегодня 160 можно было заплатить. Если бы это было бы завтра, то мы бы заплатили 1000. Ну вот на такую скидочку мы попали. Тикеты нам дали за то, что мы оставили машины на 2 часа. Там 2-часовый паркинг, мы оставили их на больше времени. Ну и приехал полицейский, выписал нам тикеты. Проблема уже решена. Ну а мы сейчас на данный момент будем ехать в Нью-Йорк. Выдвигаемся. Поэтому будет еще продолжение истории. Давайте. А мы выдвигаемся на очередное приключение, на аукцион. Там один парень забирает нашу машину с аукциона и никак не может ее забрать, потому что она без ключа, пневма опущена, она на пузе лежит, бампер оторван. Все, короче, очень-очень грустно. Ну, как обычно. Машины на аукционах иногда бывают, поэтому едем ему помогать, иначе он сам не справится. Николай, куда мы едем? Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. Сегодня жизнь ведет нас на аукцион на выручку Азамату. Забирать, короче, свою машину едем, чтобы она осталась в целости и сохранности. Потому что пока что там оторвался передний бампер, но есть шанс, что может вообще бамперов не быть. Да, там что-то жесткое произошло, да, походу машина аж под тракт заехала. Да, там крыши нет, вот так вот крышу смяло. Крышу смяло, все ушло из-под ног. Черный сидит, что-то там дергает. Да, и ребята черные внутри сидят. Ну, конечно, не знаю, как это случилось, но выглядит все очень печально. Помнишь, как в этом было? Испугались? Обосрался. Жесть. Ну, надеюсь, они там все целые. И живые, и целые. Ух, а мы пока в пробочке тянемся. И ехать нам еще долго. Ну, в общем, как сказать, не ругаясь. На Манхейме ничего не меняется. Мы попытались туда прорваться, но у нас не получилось. Охранник нас вернул обратно. Там парень, который пытается ее забирать, эту машину, он не может ее загрузить, потому что пневма спущена, она на пузе лежит. Эти нас не пускают, говорят, нет, у нас тут есть какой-то тоу-трак, пусть он вытянет. А мы прекрасно понимаем, как сейчас вытянет, то что там уже бампер передний оторван, сейчас он оторвет все, что там осталось. То, что этим ребятам здесь, им же вообще без разницы, они относятся к машинам как просто к хламу какому-то. Поэтому мы приехали спасать машину, в итоге ехали 1:15, и походу мы зря вообще приехали. И что там сейчас случится, никто не знает. Сейчас нам вытянут то, что осталось от нее, и тогда уже увидим, чем это все увенчается. Потому что Манхейм, вот такой вот аукцион, ничего не поделаешь. Ждем, пока нам вывезут машину. Да, спасти бампер не удалось, к сожалению. Такой вот автомобиль, но теперь уже без бампера. А может еще без чего-нибудь. Сейчас хотя бы открутим бампер, положим в салон, чтобы не оторвать его. Смотри, тут чарджер даже есть. Ничего себе. Целый чарджер даже нам оставили. Ура! Чарджер пришел! Чарджер пришел. Бывает, есть машина, а нет чарджера. А здесь нет машины, но есть чарджер. Есть чарджер. Не, пациент жив больше, чем мертв. Давай возьмем его, надо сложить сидушки. Сейчас, подожди, оттуда возьму. Да, вот так вот. Затянули с трудом машину, с большим трудом, но затянули.
roll, reaping what I sow. Artistry like Van Gogh. Фух, не успел подснять, как мы машину затянули. Пришлось помогать. Машина на прицепе уже. Сейчас мы заблокируем колеса, чтобы она никуда не делась. Бампер передний, конечно. Да, конечно, Теслу, которая лежит на пузе. На таком прицепе забирать крайне нелегко. Space where ain't no storytelling, you just had. Ну все, пациент на прицепе. Везем это все дело в шап. Так, какой-то контакторы клацнули. На суперчарджере это первая зарядка 40-ки. Вернее, теперь уже 60-ки. Пошел. 50 киловатт берет, представляешь? 62. Сейчас взлетим на воздух. Процесс зарядки идет. Посмотрим, чем это все закончится. Оля, расскажи, как ты вот первый раз заряжаешься на 40-ке, она же 60-ка на суперчарджере. Какие у тебя ощущения? Я счастлив, что она заряжается. Слава богу. Осталось вот час 35 подождать, и мы поедем дальше. Ощущение вообще, получается, когда у меня будет моя машина, у меня будет фри суперчарджер? Обязательно. Вопрос к Илону Маску. Классно, мне нравится, что все бесплатно, деньги не надо платить. Посидел час 40 уже пишет. Посидел, перекусил, почитал книгу, как я люблю, там, Достоевского, Гоголя. И поехал дальше. Да-да, это не шутки. Коля не шутит на самом деле. Воспринимайте его слова, пожалуйста, серьезно. Произошло. С нами едет еще один подписчик. Втянули меня. Втянули тебя в такое дело. Ну ничего, а что делать? Сам вызвался. Андрюха хочет посмотреть, как выглядит Нью-Йорк. Еще никогда не был или был? Нет, Никогда не был. Ну вот, теперь у тебя будет возможность посмотреть, как выглядит Нью-Йорк. Но это не точно. Покажем тебе все, что есть в Нью-Йорке. Красивое, некрасивое. Це вечором хіба пробки не покажеш? Ну, а пробки можем показать. Ну и вернем тебя назад сюда, откуда взяли. Только через сутки. Нам ехать примерно сколько там? 12 часов? Да. Ну, мы будем 2 суток отсутствовать примерно. Так что вперед, выезжаем. Нам надо зарегистрировать и получить номера. И выезжаем. Дякую. Стоят копы и всех просто с хайвея сталкивают в 2 полосы. Трафик сумасшедший. Вообще этим людям не повезло. Будем вставляться. Поедем, заправим. Ціле опитування, мені здається, в Пентагон легше попасти, ніж тут заправитися. Сказать, после нескольких неудач мы начали заправляться, и у нас пошло все. Бензин идет, и цена бензина $3.14. В принципе, неплохая цена. У нас в Чикаго гораздо подороже бензин стоит сейчас. И вот такое вот место. Кто-то едет отдыхать. Вот такой вот домик. И на Burning Man поехать бы. Вот это было бы движение. Вот это было бы класс. Вот так выглядит ночь в Нью-Йорке. Даже ночью здесь есть трафик. Да, мы сейчас будем переезжать прямо в Манхэттен. Это мы сейчас переезжаем из Нью-Джерси возле города Форт Ли. Мы будем переезжать через Джордж Вашингтон Бридж в Манхэттен. Там трафик. Lower level, no trucks. Ну так. Бэха. 7. Да, бывает и так. Стоп! Оп, оп, все. Один Коля у нас работает, а все бездельничают, он кальян курят, блин, вместо того, чтобы работать. Ё-моё, ну что это такое, это же никуда не годится, да? Коля, бедняга, за всех трудится. Как-то так, будем сейчас пробовать ее скидывать, потому что, как обычно, все непросто.
трудом, но понемножечку машину стягиваем. Конечно, да, не очень удобно все это делать. Не хочется оторвать лишнее. То, что еще не оторвали, хочется оставить. Ну, все, доставили наконец-то, почти без потерь. Ну, за исключением бампера. Бампер трагически пострадал, но, возможно, мы его восстановим. Еще пока непонятно, что с этой машиной. Центральный дисплей MCU не загорается. Здесь какая-то краска. Сейчас мы разберемся, что вообще с машиной. Может, попробуем ее включить на зарядку. Может быть, здесь тегра померла, может, что-то еще случилось. Пока мы не знаем. Но машина доставлена, будем позже немножечко с ней разбираться. Чуть позже подсниму, чем весь этот проект закончится. Ну, или как он будет продолжаться. Нам стало очень интересно, мы не дождались и решили подключиться к машине пораньше. А еще, мы нашли ключ. Его кто-то спрятал вот сюда, вот под эту полочку. Я ее начал снимать, чтобы диагностику подключить. И нашел ключ. И это прикольно. Сейчас посмотрим, что у нас загрузится и что у нас вообще покажет автомобиль. А вдруг там все не так плохо. Маленький дисплей загружается, вот большой пока не подает признаков жизни. Что у нас скажет наша диагностика? Так, контакторы открыты. Внутреннее сопротивление good. Смотрим дальше. Разбег у нас большой. Так, что у нас по разбегу? Вот в 6-м модуле просевшая ячейка сильно. Где-то примерно 430 милливольт разбега. Поэтому я, конечно, сомневаюсь, что контакторы включатся. Но сейчас чуть-чуть поколдуем, посмотрим, что к чему. Интересно, чуть центральный дисплей не загорается. У нас здесь показывает 0 миль. Вот у нас как раз в 6-м модуле есть проблема. Поэтому теперь понятно, в чем проблема этого автомобиля. Я думаю, кроме того, что центральный дисплей не светится, возможно, там с тегрой проблемы, еще и в 6-м модуле большой-большой разбаланс. Такая беда-печаль. Будем чинить. Так, ну что, Коля не зря говорил, что Папа Римский и его друзья на нас работают. У нас пошел процесс неожиданно. Включились контакторы, и машина начинает заряжаться. И уже разбаланс уменьшился. Подожди, а она отключилась или что? Отключилась зарядка. Просто только что разбаланс уменьшился до 250 милливольт с 430 примерно. У нас появилась надежда, что она немножечко подровняется. Но тегра тут все-таки, наверное, померла. Ну, сейчас будем делать туда-сюда движения. А что там? Charging stopped. Что-то все перестало заряжаться. Странненько. Мы подключили 12-вольтовый аккум, мы что-то контакторы рубанулись. Он, наверное, слишком разряженный. А сейчас вот снова зарядочка пошла. 26 ампер, 27, 28. Оно даже 40 ампер давало уже. Вот я думаю, сейчас разгонится до 40 опять. 34, 35. И у нас здесь уже вот такая вот ситуация. 392, 648. Понемножечку разбег уменьшается. Ну, дадим машине время. Пусть она чуть позаряжается. Может быть, она все-таки немножечко подровняется. А там уже будем смотреть. Заряжу сейчас. Обратно. Коля читает мантры. Обычно они работают на самом деле. В принципе, и сейчас вот работают. Тут машина продолжает заряжаться. Невероятно, но факт. Смотри, уже 200, уже скоро будет, сейчас 230 милливольт разбег, а был 410 еще буквально 5 минут назад. Ну или 10. О, отключились контакторы опять. Что-то происходит, мы пока не понимаем прям точно, но что-то происходит. На самом деле можно предположить, что этой машины померла тегра. Экран стал черным, ребята не знали, что с этой машиной делать. Где-то оставили ее во дворе, на парковке, где-нибудь еще. Она на аукционе стояла очень долго. И, возможно, просто батарея разрядилась в ноль. И какая-то из линий, которая имела какой-то небольшой саморазряд, она вот разрядилась до такого разбаланса за все это длительное время. И теоретически, возможно, она даже поднимется. Поэтому такой шанс нельзя исключать на 100%. Но опять, как говорится, будем посмотреть. У нас как-то интересно происходит. Зарядка то включается и какое-то время работает, потом отключается. Но у нас, мы не уверены, что у нас с 12-вольтовой сетью с поддержкой все в порядке. Сейчас посмотрим, что у нас по напряжению 12-вольтовой сети. Возможно, проблема еще и где-то там кроется. Так, мы обнаружили, что вот здесь у нас откручен провод, который питает весь этот фьюзбокс. Тут кто-то лазил. И тут, короче, как обычно, кто-то тут уже был. Контакторы тоже, видно, питание слабое получают, поэтому то отключается, то подключается. Нужно сейчас с этим делом разобраться. Но я думаю, фьюз должен быть целым, да? Если бы он был сгоревший, то он вообще не получал питания никуда. Опять клацает, видишь, контакторы туда-сюда. В
общем, какие-то проблемы по питанию по 12-вольтовому. Из-за этого у нас машина питается только от бустера и периодически ей не хватает питания. Нужно разбираться. Там предохранитель спален один, возможно, что-то еще. DC-DC почему-то не запускается. В общем, есть какие-то проблемы с низковольтной сетью. Почему-то DC-DC вообще не на связи. Вот сейчас вроде машина заряжается, а DC-DC вообще не алло. Тишина. Хотя контакторы вот закрыты, и зарядочка у нас идет. Разбег на самом деле понемногу уменьшается, но зарядка вот уже стал он, как я уже говорил, 260 с чем-то милливольт. Меньше, чем был. Ну, в общем, будем ждать, что будет дальше. Разберемся с 12-вольтовой сетью, чуть позже подсниму, может, найдем что-то интересное. Ну, в общем, там какие-то проблемы с поддержкой 12-вольтовой сети. DC-DC не на связи, не питает 12-вольтовую сеть. Пока мы бустер какой-то заряженный подключаем, даем ему 12 вольт, он заряжается. Как только бустер разряжается, то контакторы отключаются, не хватает им питания. Почему-то DC-DC не на связи. Либо предохранитель, который его питает, что-то с ним произошло, либо с самим DC-DC какие-то проблемы, но он не на связи, поэтому будем разбираться. В общем, поменяли мы большой предохранитель на фьюзбоксе, который на 2013 году стоит над аккумулятором. И 12-вольтовая сеть у нас стала работать, DC-DC запустился, подхватывает, поддерживает. Сейчас машина заряжается, она ограничила до 8 ампер, потому что, наверное, мне кажется, за то, что Тегра померла. Но разбег понемножечку уменьшается. Теперь он уже, я смотрел последний раз, 150 милливольт. С самого начала он был 430. Нет, конечно, точной гарантии, что она поднимется, потому что как бы разбег есть разбег, но есть такой шанс, что она подтянет вот эти 150 вольт, потому что сейчас у нее очень низкий сок был, там изначально было 3,120, по-моему, то есть низковато, сейчас уже там почти 3,50 на самой нижней ячейке. В общем, посмотрим, что будет завтра утром, машина осталась заряжаться, поглядим, чем это все закончится. Если надо будет менять модуль, значит будем менять модуль. Привет, новый день, новое утро. И мы приехали за Приусом. Вот я сейчас ищу его среди этих всех машин. Приус, где ты? Сейчас найду, покажу вам его. Вот получается Приус где. И вот где я иду. Где-то уже недалеко. На аукционе жизнь уже кипит своим ходом. Все уже двигаются. Готовятся к сейлу. Вот, наверное, где-то тут и наш Приус. Хорошо, сейчас найду, покажу вам Приуса. Там, Приус. Наш только подошел. Какой красавчик. Чуть коцнутый бампер. Колесико надо подкачать. А так ничего, смотрится живой. 170 тысяч пробег. Будем заводить. Вот такая вот у нас история на Приусе. Нету крышки. Крышку украли. Без этой еще мы поехать можем, а без этой мы никуда не поедем. Поэтому придется нарисовать ее. Масло проверили. Масло у нас уровень. Масло еще светлое. Но вот что делать без крышки, это я не знаю. Пойду ее сейчас рисовать. Нарисую ее. Будем двигаться дальше. Сейчас колесо подкачаем. Должным образом завелась машина. Имеем маленький стучок. Там, скорее всего, на Приусе на этом надсвечники плохие. Либо же свечи. Вроде бы все в порядке так. Немножко подтраивает. А так все хорошо. 170 тысяч миль. И немножко подтраивает. Немножко вот так настроит двигатель. Но это небольшая проблема. Это мы вылечим. У нас еще сел аккумулятор полностью, он не заряжается. И у нас пустое колесо. Примерно вот так мы сейчас будем двигаться. Но это ничего. Все работает. Получается как-то так. Переложили все вещи. Помыли немножко ее. Да, с химчистками. Подстукивает она, подстукивает жестко. Непонятно что там, свечи может быть. Но мы посмотрим. По-моему, надсвечники помененные, там стоят новые. А на свечи придется посмотреть, что там происходит. Будем посмотреть. Наступило утро. Машина у нас заряжалась всю ночь. Посмотрим сейчас, что тут у нас. Машина не уснула, хотя компы уснули. Сейчас поглядим, что тут она назаряжала у нас за ночь. Там было ограничение 8 ампер. Не могу ответить точно почему, но было такое, когда у нас Тегра на другой машине померла. Тоже она заряжалась с ограничением. Когда мы Тегру сделали, то есть ограничение ушло. Потому как MCU не светится экран,
ничего нельзя увидеть. И каких-то ошибок конкретных тоже нет. Но их и не было. Я смотрел их пока, но я смотрел их с помощью другой диагностики, их тоже не было. Сейчас посмотрим, что у нас тут назаряжалось. Не особо у нас что-то и назаряжалось. Дозарядилась она всего лишь до 14 миль. Показывает снежинку, что часто говорит о разбалансе. Ну и холодные батарейки, ну и когда проблема о разбалансе. Поэтому я так подозреваю, что разбег особо сильно никуда не ушел. Сейчас пойду возьму диагностику, посмотрю, что там по разбегу. Но я надеялся, что будет ситуация немножечко получше. Но что делать? Что же у нас есть тут? Так, у нас есть ошибочка по Parking Brake. Ошибочка. Все по Electronic Parking Brake. Плюс-минус. Ну, ладно, это не так важно, это по chassis, а по Powertrain у нас ошибки. Какие у нас MCU MIA, по разбалансу ошибки вот эти. Ну, самое неприятное это вот по разбалансу, Brick Sock Imbalance и так далее. Какой же у нас тут все-таки разбаланс? Так, у нас в 6 модуле было заниженное напряжение. Оно в 6 и осталось. Вчера оно уменьшалось где-то до 150 вольт, а сейчас, 150 милливольт, а сейчас оно составляет, ну, приблизительно, ну, меньше 200, где-то 170. Но это все равно очень большой разбаланс, если быть честным. Я все-таки надеялся, когда машина была на низком сок, прям ниже нуля там. Часто бывает такое, что оно подтягивается уже ближе к нулю, и там чуть выше уже баланс возобновляется более или менее. Но здесь такого не произошло, к сожалению. Разбаланс до сих пор присутствует, разбаланс большой. Но мы еще попробуем немножечко позаряжать туда-сюда, а если как бы это не поможет, то разберем батарею и заменим 6 модуль, как мы это в принципе обычно и делаем. Сейчас попробуем машину включить, может быть она поднимется, потому что она на пузе лежит, с чем и были основные проблемы с ее доставкой с аукциона. Поэтому как бы поглядим, поедет она вообще или не поедет. У нас центральный дисплей не зажигается, он темный, скорее всего проблемы с тегрой, чаще всего так происходит. Но тем не менее попробуем машину включить. Сейчас я вытащу коннектор зарядный и посмотрим, что здесь будет. Ключик у нас есть, ключик. Так, а что же у нас с рейлом? Говорит, подождите 30 секунд. Ну да, обычно, когда тегра умерла и центральный дисплей не зажигается, то рейл включается с задержкой. Сейчас подождем, пока он включится. Эй, автомобиль, просыпайся. Опа, включился. Так, у нас сразу климат заработал. Часто так бывает, когда умирает тегра, либо остается невыключенным климат, и ты его уже не выключишь, либо он почему-то, я так замечал, что сам иногда может и включиться. Поэтому сейчас вот он работает. У нас запас хода 13 миль, ограничения сверху и снизу, но рейл включился. К сожалению, я вот, хотя может и слышу. По-моему, я все-таки слышу звук компрессора. Я очень надеюсь, что сейчас компрессор накачает ресивер, и у нас моя машина поднимется, потому что хотелось бы даже, чтобы она не только поднялась, а еще немножечко поехала, чтобы ее легче было передвигать туда в шап, чтобы не толкать. Ну, в общем-то, это уже, в принципе, не так уж и супер сложно. Мы уже здесь на месте, а вот вчера на аукционе это было сложновато. Забирать ее нас еще не пустили на аукцион. В общем, там была целая история. Наверное, я это все вставлю тоже в ролик обязательно, как мы забирали эту машину, потому что ее забирать было, если честно, непросто. Поэтому с акционом Манхейм иногда бывают проблемы в этом плане. В общем, машина у нас включила рейл. Я по звуку слышу, что справа колодки разводятся, а слева нет. Наверное, там все-таки с Parking Brake что-то не в порядке, но мы там что-то снимали, клацали, а до нас это делали другие люди, что-то, возможно, там не в порядке, не суть важно. Важно то, что машина поехала. Не знаю, будет видно или нет, я чуть-чуть, вот ее, она там стоит на подкате, вернее не подкате, а на каблуке, чтобы не катиться, но машина едет. Машина едет, это хорошая новость. Плохая новость, что, конечно, батарейка все-таки не успела, не то, что не успела, а она не поднялась, та линия, которая была просажена, и все-таки у нее разбаланс достаточно большой. По внутренней изоляции, во всяком случае, на данный момент у нас значение хорошее, 2300 килоом, а вот этот разбег у нас все-таки большой. Поэтому, я так думаю, придется лезть в батарею. Компрессор что-то там качал, но что-то пока особо пневму не поднял. Но еще так бывает, что когда очень долго машина стоит, она на пузе, так сказать, и после того, как она долго стоит, компрессор, все-таки там утечки воздушные есть, компрессору полностью нужно накачать ресивер, а он, когда очень долго работает, он перегревается, поэтому он делает это часто за несколько заходов, чтобы остыть и опять включиться. Такое бывает. Может, не всегда, но у нас такое часто происходит. В общем, я буду ждать, когда компрессор накачает ресивер,
ресивер полностью и буду надеяться, что машина поднимется. Но машина едет, на ней мы уже можем заехать в шап. Когда начнем ремонтировать батарейку, я надеюсь, не забуду это все дело подснять и показать вам всю историю этого ремонта, этого автомобиля. Здесь надо будет еще поменять маленький дисплей. Он здесь потекший, но маленький дисплей это не такая большая проблема, как большой дисплей, потому что большие дисплеи найти гораздо тяжелее, они гораздо дороже, а с маленькими сильно проще. И можно их даже заказать, там не оригинальные, с Китая и так далее. Но это уже выбор каждого, какой ставить. Поэтому вот такие вот новости, такое вот продолжение. Увидимся дальше в продолжении этого ремонта. Машина у нас уже приподнялась, уже она не на животе лежит. Подвесочка накачалась, поднялась. Это хорошо. Уже будет легче ее перемещать. Так получилось, к сожалению, что я не подснял ремонт батарейки. Ну, хотя на самом деле там ничего такого особо интересного и не было. Мы скинули батарейку, заменили 6-й модуль, так как в нем был большой разбаланс, причем по многим линиям. И мы приняли решение его полностью заменить. Поэтому поставили мы другой, отбалансировали, подкинули батарейку, заклеили. И сейчас картина по данным выглядит отлично, выглядит гораздо лучше, чем было. Вот такие вот данные у нас по BMS. Разбег у нас 10 милливольт, что в принципе очень даже хорошо. Такие вот напряжения по модулям у нас. У нас в 6-м модуле была проблема. И сейчас вот видите, я его отбалансировал, и он самый высокий получился. Я хотел как лучше, но в принципе я думаю, оно со временем подбалансится, будет еще лучше. Но 10 милливольт это тоже отличный результат. Поэтому вот такая вот у нас картина теперь по напряжениям. Все у нас выглядит хорошо. Мы здесь тоже в автомобиле поменяли мониторы. Вот этот маленький монитор теперь отличный, без потеков, без ничего. Ну и с этим, в принципе, все было в порядке. По данным вот у нас видно сопротивление изоляции отличное, разбег видно тоже. По ошибочкам, в общем-то, здесь ничего такого особо и нет. Единственное, вот это мне немножечко непонятная, странная ошибка. Я раньше такой не встречал. И непонятно даже на самом деле, что означает. Это от чарджера ошибка 12 вольт under voltage. Почему? Может из-за того, что без аккумулятора машина была подключена и мы перемещались. Может быть из-за этого надо будет ее подтереть. А во всем остальном все выглядит неплохо. И еще была у нас такая история здесь. Так как я, наверное, снимал раньше, когда мы привезли машину, центральный дисплей, то есть MCU, не зажигался. И он как-то один раз или два раза у Коли получилось, он какими-то там заклинаниями оживил его, и он какое-то время светился, но потом потух и опять не зажигался. Мы решили, что, ну, наверное, Тегра померла, как обычно. Мы сняли Тегру, слили дамп памяти, поменяли Тегру, все перекинули, все данные, но монитор не зажегся. Мы начали думать, гадать, подкинули другой дисплей. Тоже не зажегся. Осталась у нас только материнская плата, то есть основной мейнборд, ну то есть основная плата MCU компьютера. И мы перенесли дамп конфигурации в донорский, получается, материнскую плату в донорскую, поставили тут Тегру, поставили монитор и все заработало. Хотя в какой-то момент мы немножечко там, у нас где-то попытались потеряться сертификаты, и в какой-то момент мы подумали уже, что, блин, ё-моё, и на этой машине у нас будет проблема с сертификатами. Но, слава богу, нет. Сертификаты вычитались, мы их перенесли, все оказалось в итоге успешно, и машина вот уже закачала новое обновление. Кстати, очень интересно, она сначала начала качать 2024 обнову, а потом, когда не было времени ждать, нужно было перезагрузить машину, и почему-то она подгрузила ту же самую версию прошивки, которая сейчас стоит. Зачем это нужно MCU, я не знаю, но я думаю, он обновит на эту версию, и потом уже подзагрузит следующую версию. Как-то у него там свои процессы, он по своим каким-то мыслям там знает, какие апдейты ему в какой момент подтягивать. То есть вот такая история с машиной, и казалось бы, мы в принципе ее закончили, но вот та вот история с бампером, когда вывозили нам эту машину с аукциона, когда оторвали бампер, она дает о себе знать. Мы бампер пытались натягивать, ну, с этой стороны, в принципе, все прикольно, все хорошо, а вот с этой стороны, где оторвали, здесь вот есть такая проблема. Ухо оторвано, это первое, и второе, он деформировался, и у нас никак не получается его нормально натянуть, то есть его нужно именно ремонтировать. Поэтому, как ни крути, а придется отдать этот бампер в ремонт и покраску.
Возможно, даже мы будем красить какой-нибудь другой бампер, потому что там снизу его очень счесало сильно, его деформировало сильно, и он как-то прям потерял свою форму очень жестко, и не получается его натянуть. И там еще тоже с одной стороны там губу оторвало. Ну, в общем, он поврежден, этот бампер. Что про него рассказывать? Будем либо этот восстанавливать, либо другой красить. Дадим это ребятам, которые знают в этом толк, потому что мы не красим, мы не маляра, мы не восстанавливаем, не занимаемся такими работами. Отдадим ребятам, которые умеют это делать, и тогда уже эту машину можно будет отдавать на мойку, и она будет завершена. А сейчас пока вот остановились на бампере. А в остальном машина достаточно прикольная. То есть у нее 21 колеса, турбины красивые. В принципе, не затертый, не зачуханный салон. У нее неплохая комплектация. Здесь алькантара на потолке белая. Как бы вот так вот все это дело выглядит. Она целенькая по кузову. У нее нет каких-то повреждений. Она абсолютно без всяких дентов, царапин. Ничего такого нет. И если бы ребята, которые вывозили нам ее с аукциона, не оторвали бампер, то она бы уже была готова на мойку и поехала бы к новому владельцу. Но как всегда, есть всякие неприятные вещи, которые происходят в процессе покупки и доставки автомобиля к нам. И вот один из них, так сказать. Поэтому красим бампер, и тогда уже моечка, и машина поедет к своему новому владельцу. Ну вот, Prius уже на месте, моем его и отдаем. Сейчас едем до девушки Инны и до Ивана, отдадим им машину, заберем деньги, ну и все. С этим Приусом закончили. Будем уже со следующим работать. Взяли моечку. До встречи. Начинаем чинить Prius. Купили свечи, купили ключи. Сейчас все открутим. Ну и попробуем поменять свечи. Посмотрим, если будет также первый цилиндр троить. Будем держать вас в курсе. Работники работают. Slow. Осторожно. И мы в Нью-Йорке. Мотор горячий. Мотор горячий, да. Сейчас еще машина заведется. Будем компрессию заодно померяем. Ты не достанешь так. Можно достать только магнитом, а магнита нет. Приехала к нам вот такая вот машина. Это 13-й год. Достаточно не свежая, так сказать. Но, тем не менее, это автомобиль. Это перформанс-версия P85+. Написано на крышке багажника. Но на экране почему-то написано просто P85. С этим, я думаю, мы потом разберемся. Короче, какая проблема с этой машиной? А какая проблема с этой машиной, я пока не знаю. Я мельком подключал наше диагностическое оборудование, и оно почему-то мне показало, что нет связи с BMS-кой. Почему-то. Хотя по ошибкам в самой машине, в сервис-мод, я вижу только потерю связи с BMB-шкой. Увидел, вернее, в тот раз, когда я смотрел. Поэтому сейчас мы загнали эту машину в шап и попытаюсь разобраться, в чем же здесь все-таки проблема. Потому что мы еще точно ее не определили. Я сейчас посмотрю, что у нас сервис-мод показывает. Потом я, наверное, подключу еще наше диагностическое оборудование. Мы с ним сейчас имеем некоторые проблемы там по CAN-коммуникации. Поэтому я не могу на него полагаться на 100%. Но тем не менее оно частично работает и иногда может дать мне некоторые данные, которые мне очень необходимы. Поэтому будем искать причины. Вот какие коды ошибок мы имеем в сервис-мод. То есть здесь есть Pack Voltage Sensing, есть BMB MIA, Internal Isolation, модуль Essence. Вот тут он не видит чарджера, BMS-ка не видит чарджера, BMS-ка ругается на модуль Sense. В общем, такая история. Я думаю, что это, скорее всего, похоже на проблему. Скорее всего, туда попала вода внутри батареи. Потому что и по изоляции есть проблемы, и по BMB-шкам есть проблемы. То, что я сейчас вижу, мне больше похоже на то, что все-таки водичка попала внутрь батареи. Потому что если бы просто, допустим, пропала связь с BMS-кой, да, и по CAN-шине были какие-то проблемы, то всех этих ошибок не должно было бы быть. Была бы просто потеря связи с BMS-кой. Но, опять же, когда через нашу диагностику, она сейчас немного хромает, как только я пытаюсь подключиться к BMS-ке,
мне сразу валится коншина. Но это я могу списать на некоторые проблемы с нашей диагностикой в последнее время. Мы скоро это дело починим, поэтому я на это полагаться не буду. Но обычно я просто смотрю на данные, и если связь есть, я вижу, что происходит в батарее. Либо если нет связи, то я не вижу. А сейчас вот такая промежуточная ситуация. Вроде как сама машина не говорит, что она не видит БМСки, но вот наша диагностика, к сожалению, не может ничего сейчас нам показать и подсказать. Поэтому я сейчас еще немножечко покопаюсь. Может быть, я что-то интересное найду. Но все указано на то, что нужно снимать батарейку и лезть внутрь батарейки. Такая вот история. А машина вообще, несмотря на свой 13-й год, достаточно симпатично выглядит. То есть у нее алькантара на потолке. В принципе, не особо заюзанные сидушки. Все достаточно в хорошем состоянии. Она имеет у себя на борту уже ретрофит на Intel. То есть здесь уже Intel стоит. Вот он, родной Intel. Intel Atom. Есть подогрев дворников, тоже неплохая опция, в принципе, зимой, почему бы и нет. Да и в общем машина выглядит неплохо. 21 колеса в достаточно хорошем состоянии, серого цвета. Она сама такая светло-серая. Она сейчас на пузе лежит, потому что пневма упавшая полностью. И как бы пока не включатся контакторы, не всегда пневма работает. Даже когда ты ее прикуришь 12 вольтами, может быть, мощности не хватает, поэтому она не хочет работать. А в остальном машина симпатичная. Несмотря на 13-й год, хорошее состояние. Я думаю, мы починим ей батарейку, и она еще долго кому-то послужит и будет это делать хорошо. Снимаю я батарею с этой машины. Я ее еще пока не снял. Но большая часть болтов откручена, и у меня есть большое подозрение, что там нас будет ждать сюрприз. Сейчас я уже все открутил, мне осталось ее просто опустить. Сейчас будет момент истины. Но что-то чую я, что там будет точно сюрприз. Я уже по весу батарейки понимаю, что там есть сюрприз. Ну что ж, сюрприз номер 1. А тут нету ничего. Но я думаю, на этом сюрприз еще не закончится. Да, такую батарейку, наверное, починить будет сложнее немного, чем мы ожидали. Вот такой вот замечательный сюрприз здесь. Ну, контакторы БМС-ка на месте. А всех модулей нету. Пустая батарейка. У нас пока еще прям такого не было. У нас бывало, что машины приезжали без батареек. Бывало, что это даже было где-то указано, но мы не заметили. А здесь факт мошенничества налицо. Какие-то нехорошие люди подсунули нам свинью, так сказать. Корпус от батареи вместо самой батареи. Так что даже не знаю, что тут сказать. Но будем искать батарею для этой машины, наверное. Других вариантов у нас нет.